Star X from NATO, Windsor. We're living in. It's a beautiful hotel in Split. Oh, it's really amazing. We have a sea and very nice food. It's a very beautiful. Mwah. Доброго времени суток, друзья! У нас вечернее интервью. Сегодня первый день группового этапа Dota Pit второго сезона. Все игры сыграны. Ну как все? Наша игра сыграна сегодня была. Вот. Ну и тут со мной Старик сидит, и мы тут общаемся о всяких делишках. В общем, начнем, наверное, с того, что ты первый раз, да, в Хорватии? Да. И как тебе вообще здесь нравится? Как вот погода, люди, виды, отель и все такое? В общем, первый раз в Хорватии, да. Когда только въехал, показалось, что это Крым с самого начала. Погода такая очень похожая, приятный такой климат. Довольно тепло сейчас здесь. Вчера, правда, позавчера был, или вчера был дождик небольшой. Ну, мы прогулялись по набережной чуть-чуть. Ну, в общем, в город мы еще не ездили, ничего, только так, возле отеля походили. Отель очень классный, очень дорогой. Все тут очень клево. Много людей уже встречал на ресепшене. И так люди, которые знают русский, лучше, чем Guardian даже. То есть некоторые общаются на русском. Ну, в принципе, все интересно. Здесь валюта называется куна. Я не знал про это. Нарисованы там всякие белочки, куницы, тунцы. Тунцы, да. Тунцы у них все на животных, на рыбах такое. Ну, знаешь, я вот даже больше спрашивала про вот это вот все условия погоды, потому что в Киеве-то холодно, мы вылетали, вообще холодрыжество было, а тут такое на контрасте, прям такой вид из окна, так классно, позитивно. Ну, для нас это не первый турнир, как бы с другим совершенно климатом. Мы можем привезти также Америку, Лос-Анджелес, можем привезти Дубай, мы ездили на Gaming Paradise, это была... Лучшая поездка. Да, там тоже был климат другой, тоже было море, все остальное, но, как показала практика, это не самое главное. Самое главное – это атмосфера, это турнир, это компьютер и все остальное, все же связано именно с твоей, скажем так, профессией, потому что отели и все остальное – это не важно, скажем так. Ну, это так, знаешь, как в довесок ко всему, я бы так сказала. Нет, конечно, в довесок. Ну, как бы профессиональная команда должна приезжать и как бы в любых условиях показывать свой лучший результат. Да. А вот по поводу организации турниров. Всем ли вы довольны? Просто я уже от многих игроков, вот Бьяли в лифте общалась с ним, говорит, что вообще недовольны, компьютеры не работают, никто ничего не делает. Что ты скажешь вообще по этому поводу, есть ли какие-то претензии? Ну, насколько я знаю, организаторы Counter Pit, они больше так относятся к Dota 2. Это для них Counter-Strike первый турнир. Как я понимаю, администраторы, админы, которые проводят турнир, не сильно как бы разбираются в КС и не знают всех специфик. Если мы приведем пример, допустим, Extreme Masters, DreamHack или так далее, там уже те люди серьезно не разбираются, они в этом уже профи, в организации турниров и все остальном. Для этих же ребят это все в первый раз. То есть первый опыт, он всегда будет такой. Если что делаешь впервые, где-нибудь будут пробелы. По поводу компьютеров, не знаю, вроде как конфигурация хорошая, но сейчас такая пошла мода, скажем так, что игроки немножко так зазнались в этом плане, они привыкли, что у них все просто идеально, что любые турниры там за них очень сильно переживают, все дают самое лучшее, там все у них просто перфект. Но тут так получилось, что не все идеально, не все как игроки привыкли, и тут начинается негатив. У меня не работает то, у меня там монитор плохо настраивается, у меня видеокарта не та, которую я привык, там столы плохие, кресла не те, и вообще у меня тут свет, и почему тут так солнечно, я хочу дождь, да, как-то так, это не совсем правильно. Как бы все в одинаковых условиях, да, там игроки привыкли, приведу пример, игроки привыкли, допустим, играть на Windows 7, да, тут Windows стоит 10, уже как бы негативные отзывы, вот турнир плохой, потому что здесь стоит Windows 10, или вот тут видеокарта, допустим, Radeon, а я привык дома играть на NVIDIA, уже что-то не то, как бы не совсем правильно, но все, мониторы нормальные, поддерживаются 44 Гц, компьютеры хорошие, топовые модели, процессор отличный, там, все хорошо, Windows 10 все как бы
портит, но ничего, у меня дома стоит Windows 10, ну, все нормально. Ну, получается, с позиции твоего опыта у тебя, наверное, такие жалобы вызывают какое-то раздражение, я так подозреваю. Я просто не понимаю этого. Ну, да, там что-то не так, как я привык. Мне, допустим, дискомфортно, допустим, не очень, да. Но ты должен как-то от этого абстрагироваться, понять, что ты имеешь то, что ты имеешь, но просто это твой вызов. Ты должен в таких условиях показать свой лучший результат. И как бы жаловаться нет смысла. Ну вот, я так понимаю, что на первой игре, на трейне, у Флейми были там серьезные проблемы, там или с монитором, или с чем-то, потому что он что-то там не мог играть. Вот, что ты можешь сказать об этом? Как бы так сказать. Флейми, если вы не знали, дорогие телезрители, то Флейми очень часто меняет конфиги. Очень часто. Он практически никогда 2 чемпионата не играет на одних и тех же настройках. Он постоянно меняет разрешение, там, ставит конфиги других игроков, меняет цвет прицела. Ну, в общем, все меняет, кроме... Вот раскладка на клавиатуре, там, бежать вперед, стрелять, прыгать, остается то же самое. А видео настройки он постоянно меняет. И на этом турнире у него возникла проблема в том, что он не мог растянуть изображение на весь экран. То есть некоторые игроки делают по бокам черные полоски на мониторе, некоторые игроки играют как бы full screen. У него не получалось сделать full screen на мониторе. Как бы многие игроки профессионально играют на полном мониторе, то есть будем называть полный и обрезанный, да. То у него был обрезан, он не мог его растянуть и очень сильно по этому поводу злился. Сыграл не очень в первой игре, очень злился, и у него не пошла игра. Слушай, вообще перед играми у вас там было обсуждение, что будете делать. Я это все слушала там себе втихую. Вот. И очень много времени вы посвятили трейну. То есть ты там давал им какие-то расклады, что нужно делать тут, куда там кидать то. В общем, куча всего. И как мне показалось, это все дало свои плоды. Трейн вы отыграли, ну, как бы очень хорошо, уверенно, на мой взгляд. Вот. А вот по поводу оверпасса, мне кажется, что вы изначально подошли, мол, это наша лучшая карта, то есть и это как бы мы ее выиграем 100%, а получилось вот не так. Правильно я так понимаю, что вы тут немножко недооценили как-то соперника, или же в игре что-то пошло не так, там растерялись и как-то не смогли собраться? Хорошо. Мы планировали, что мы пикнем трейн. Мы не могли на 100% спрогнозировать, что пикнет наш оппонент. Поэтому у нас был выбор из 4 карт других. Потому что здесь система бан-бан, пик-пик. То есть очень большой спектр карт. Мы отталкивались от своего, то, что мы будем знать на 100%. И потом, когда мы карту узнаем, какую выберет оппонент, тогда уже мы в момент лайва будем его более как бы подробно обсуждать. Ну и так как получилось так, что ты присутствовал, когда мы были уверены в трейне, ну так, понимаешь, произошло, что наш противник пикнул ту карту, которую мы хотели пикать. И у нас как бы уже сильно удивило это. Но оверпас я до последнего не хотел брать, чтобы, наверное, так, оставить ее на завтра игру против Virtus.pro. Но Virtus.pro вообще странные ребята. Они не играли около полугода Dust 2 на последнем турнире. Но не на последнем, они ездили на DreamHack Leipzig, где мы выиграли. Они приехали в группе был система, игралась одна карта. И они выбрали Dust 2 на Черкале против Моуспортов. И проиграли ее 16-9, по-моему, или что-то в этом роде. Когда я подошел к Virtus.pro и спросил, зачем вы играете Dust, когда вы всю жизнь, ну как, не всю жизнь, когда вы полгода ее не играли, зачем вы приезжаете на турнир и ее берете. Они ответили, что мы приехали на турнир, чтобы проверить, как он, провериться на Дасте. Ну, вылетели, грубо говоря, с турнира, я думаю, ну, хорошо проверились. Нашли, как бы, мое мнение, это неправильно. Приезжать на турнир, и когда ты играешь одну карту, брать ту карту, которая у тебя не совсем как бы стопроцентная. Тем более, Моуспорты действительно хорошо играют Dust 2. По поводу оверпаса, ну, не в обиду фанатам флипсайдам и никому угодно, но я считаю, что мы играем лучше, чем флипсайд. И мы должны
выигрывать от этой команды любую из наших карт. То есть любую из 5 карт мы должны у них выигрывать. Вопрос только стоит в том, насколько тяжело нам должна даться эта победа. В оверпассе я не хотел ее брать, но в итоге я взял. И да, мы действительно ее не сильно обсудили перед игрой. Мы в своем в этой карте были уверены, мы ее достаточно много времени потратили, чтобы ее подготовить на этот турнир. И я думаю, скорее всего, это сыграла роль наша недооценка нашего соперника после выигрыша Трейна. Возможно, мы как-то подрасслабились, поняли, что, не то что зазнались, но почувствовали какую-то легкость и начали допускать какие-то ошибки, которые потом сказывали, что из этих ошибок мы постоянно давали раунды и уже потом не смогли сделать камбэк, потому что довольно мало раундов мы взяли за защиту. По-моему, мы взяли 5 раундов или 4, это мало на этой карте, потому что там атака действительно может показывать хороший результат. Вот. Перешли потом на третью карту, парни немножко взбодрились, мы все взбодрились, поняли, что так дело не пойдет. Сейчас Мираж, обговорили нашу игру, и все у нас заладилось. Ну, еще у нас был, как все знают, команда Нави очень сильно славится своими ножевыми раундами, в начале игры, что у нас, наверное, 90% что мы проиграем ножи и уже привыкли начинать за атаку. Но тут вот случилось чудо, мы называем, что Нави выиграли ножи на оверпассе и начали за дефенс. Но потом мы опять же это повторили и выиграли ножи на Мираже, начали опять, начали за сильную сторону, но в этот раз мы смогли реализовать свое преимущество стороны, набрать достаточное количество раундов за сильную сторону. Вот в Катовице вы показали миру тройную подсадку. Ну, то есть какой-то, не спалили там свой новый мув, но суть в чем? Может быть, вот такие вот какие-то серьезные там нововведения, придуманные фишки нужно оставлять на мейджор, все припасывать, копить это все. Да, ты права с одной ситуацией, что надо все самые свои коронные козыря оставлять на потом, в конце игры, грубо говоря, на мейджор. Но, с другой стороны, у нас в игре, когда мы сделали тройную подсадку, мы вообще ее не планировали показывать, до последнего мы тянули. Но потом приняли решение, пацаны, мы хотим выиграть. Давайте, попробуем выиграть. Ну и показали все наши козыря, все охали-ахали на Нави, Boost, Amazing, все остальное. Но все-таки было у нас пару ключевых раундов в той игре, очень обидных, очень досадных, чего тот стоил раунд с Фалином, когда мы думали, что он уже сейвит, что все хорошо, мы уже взяли раунд, начали его искать уже практически на базе. Он поставил бомбу. Ладно, то, что он поставил бомбу, он еще смог раунд взять, хотя мы знали, где мы его там окружали, все это делали, но в том моменте Фалин показал очень сильные навыки своей стрельбы. Если бы другой снайпер остался в той ситуации, не факт, что он бы взял бы раунд. Но он действительно очень, красиво и эффектно убил двоих ребят. Первого, это который Егор поднимался со спины, называется фликшот. Он дал навскидку, убил практически без ума. Потом он убил Ваню Эдварда, который дефузил бомбу. Он тоже практически не видел, опять накидку. Выстрел убил его, когда он дефузил. Ну и потом остался Даня, который его убил. В тот момент у него была возможность развернуться, побежать на бомбу, подобрать дефуз и раздефузить бомбу. Но допустил ошибку и убежал сейвить. Но тут очень сильно сказалось, знаете что? Давление. Было такое большое давление, важная игра, все напряжно. Тут мы допускаем ошибку, все уже такое стрессовое состояние, что мы уже допустили ошибку, и что он уже убивает двоих, и уже в голове все, он уже раунд взял, уже не все, уже надо идти сейвить. Не справился, наверное, с эмоциями и побежал сейвить. Такой турнир, как этот, знаешь, я имею в виду небольшой, оказывает ли он
большое давление. Например, когда ты играешь там игру на мейджоре там за черти сколько денег, это один левел давления. Здесь же, мне кажется, вообще все команды более вот такие, знаешь, не расслабленные, но это как, знаешь, вот контрольная перед мейджором. Тут надо, я даже не знаю, возможно, не показать свои самые лучшие стороны, а вот просто как-то играть уверенно, позитивно или как-то так. В общем, есть ли послабление давления? Вот так. Опять, можно сказать двояко. Любой игрок, любую профессиональную команду приведи в пример и скажешь, ты готов проиграть этот турнир? Он скажет, нет, я не готов. Потому что зачем тогда едешь на турнир, если ты готов его проиграть, да? Ты хоть ради чего ты приехал на турнир? Да, ради того, чтобы погулять, да, здесь можно действительно погулять. Здесь можно, тут отличный пляж, тут отличный город, можно погулять, все. Но ты приезжаешь ради каких-то целей. Ты ставишь перед собой какую-то цель. Если ты ставишь какую-то цель, пацаны, давайте просто поедем поиграем, то есть большой вариант, что пролетишь в первом туре. Если ты как бы сильная команда, да, то скажем так, что здесь 4 сильных команды и 4 середнячков, да, то есть 4 это мы, Virtus.pro, Envy и Astralis, да. И если они как бы дадут слабину, скажут, что мы просто приехали как бы отдохнуть, ничего как бы страшного, если проиграем, все будет нормально, впереди пацаны мажор. Да, они, может быть, это и говорят, но они это говорят, чтобы сбавить как бы напряжение, как ты говоришь. Но цель все равно остается одна – победить. На самом деле, неважно, какой будет призовой фонд, и мы будем играть с теми же Astralis или с кем угодно, или с Virtus.pro, или с каким угодно оппонентом, тебе будет самому противно проигрывать, даже за маленький призовой фонд, потому что ты будешь думать, что они у нас выиграли. И потом на мажоре, допустим, на мейджоре, да, когда мы будем играть против них, они уже будут чувствовать против нас какую-то силу, потому что на предыдущем турнире они у нас выиграли. То есть это придаст, наоборот, им какую-то уверенность, а нам, наоборот, может придаться неуверенность, дискомфорт, потому что они у нас выиграли, мы начнем, может быть, как-то играть не так раскрепощенно и можем зажаться в себе. Это действительно проблема, опять же, в голове, а не в игре. Почему некоторые команды, например, мы не можем уже на протяжении, наверное, полугода, если не больше, выиграть у Фнатиков. У нас даже тяжело дается одну карту у них выиграть, да? Нам тяжело, у нас какой-то барьер, который мы не можем перешагнуть. Никто же не говорит, что мы намного хуже играем, чем Фнатики. Да, сейчас Фнатики как бы играют на высоком уровне. Это сейчас команда номер 1 в мире. Но если посмотреть на другие команды, например, на Luminosity, да, которые у них, вот прям чуть-чуть у них не хватает, чтобы у них выиграть. Посмотреть на их игру на прошлом турнире на Оверпассе, посмотреть их постоянно игры на Inferno, когда в игре Best of 3 они там 16-14 играют, там на допы переводят, да, борьба у них постоянно между собой есть, да, но опять же не скажу, что мы слабее Luminosity играем. Вот как-то то ли не совсем удачный, противник комфортный по твою команду, но то ли как, что-то в этом роде. Я уже заговорился. Короче, смысл в том, что все равно относятся к каждому турниру одинаково, получается, ребята. С одинаковым там настроем. Конечно, нельзя поставить этот турнир и мейджор, и как-то ответственность. Будет совсем другая ответственность. Наверное, я не знаю, есть ли вообще команды, которые могут полностью играть без ответственности и как бы, играть дома там в привычной атмосфере, там простой праг и совместить его с турниром на $1 миллион. Несовместимые вещи, несопоставимые. А по морали, вот, ребята, как ты думаешь, готовы к мейджору? Потому что реально давление, жесткое. Как с этим бороться? Юджин будет там, как всегда. Во-первых, да. Во-первых, у нас есть Женя, который нам в этом плане очень сильно помогает. Он нам, настраивает наши мысли в правильном направлении, чтобы мы думали об одном. Он приводил недавно хорошую... Ладно, не буду говорить. Но он приводил пример, что он говорил притча. Вот давал учитель ученикам свой лук и говорил, в лесу, что ты видишь? Все говорили
я вижу птицу, да, а что ты еще видишь? Ну, там деревья, там, не знаю, листья, все остальное. В общем, выиграл тот, кто сказал, что я вижу птицу, а после этого сказал, я вижу глаз птицы. Вот тот и победил, грубо говоря. То есть, да, то есть мы не то, что не должны не что-то видеть, не что-то как бы общее, да, мы хотим победить, а вот ну, что как-то точнее, чтобы наши мысли были яснее, чтобы мы видели лучше, чтобы мы не отвлекались ни на какие другие факторы, чтобы мы видели только цель, все были пятером направлены только в одну точку и шли все вместе. Знаешь, что мне когда эту притчу рассказала, я прям перенеслась в лес, вот я уже тоже сама представляю. Но реально такие штуки, я думаю, помогают. Вот сегодня вы взяли паузу на оверпассе, где-то там у вас был счет 2-8 или что-то, я точно не помню. Вот, но была взята пауза вами. Я так понимаю, не техническая, а вот какое-то обсуждение. Там тоже Женя пускал свои корни в вас и там подбадривал. Или более носила такого характера, что делать вот сейчас, у нас такая-то ситуация, там бомбочка туда летит, раскидочка так. Ты можешь проигрывать игры по разным причинам. Иногда ты можешь вернуться в игру, нажав тайм-аут и поговорить с ребятами. Может быть, сказать какие-то правильные слова, может быть, сказать что-нибудь тактическое, может, есть какой-то анализ, может, наоборот, надо сказать слова, чтобы сбить темп, сбить эту ответственность, сбить эту концентрацию, не концентрацию, а дезориентацию, или как это можно сказать. Может быть, наоборот, у кого-то... Когда игроки играют, никто же не слышит наш TeamSpeak, наши лица не так сильно показывают на всю такую игру. А вообще, если смотреть, допустим, по ту сторону монитора, да, когда находится за спинами, то это ощущается, когда какой-то игрок после смерти там вздыхает, или бьет клавиатуру, или бьет стол, или орет матом на кого-то, да. Это все передается тоже на других игроков, это тоже может отвлекать. И с этим тоже мы работаем, это называется у нас рейдж. И люди впали в рейдж, они настолько эмоционально перегорели, настолько хотят выиграть, что они просто, не знаю, такие уже слова говорят плохие, что ты приходишь ему, говоришь, успокойся, братан, все нормально. Он, да я не могу. Или там, да я спокоен, да, всего его трусит, он уже готов, не знаю, рвать, если там... Но сегодня были проблемы, я так понимаю, такого характера. Нет, такого характера не было. Просто постоянно какие-то есть проблемы. Может быть, проблемы у нас в игре, может, мы делаем неправильные тактики, может, мы правильные тактики делаем, но мы ошибаемся индивидуально. Тут много факторов, почему может взяться тайм-аут. Может быть, наоборот, люди в игре друг с другом поссорились, потому что не могут найти общий язык. Например, кто-то говорит, дайте дроп. А в это время команда обсуждает какой-то раунд или о чем-то своем общаются. Его не услышали, а у него там игра, допустим, не идет, его это раздражает. Он начинает говорить, пацаны, опять вы меня не слышите, я уже прошу дропа, вы уже убежали. Ну и начинается вот эта вот дискуссия, да, мы его... Знаешь, надо опять же время успокоиться, там все должны быть холоднокровны, думать о игре, говорить информацию. Может быть, взять тайм-аут, чтобы поговорить с кем-то. Например, что у тебя не получается, братан, как тебе помочь? У меня там болит голова, там мне нужна таблетка, там, или что-нибудь, или мне компьютер лагает, или что-нибудь такое. Ладно, с этим понятно. Ну, короче, завтра, чтобы таких проблем не было, ладно? А по поводу завтра. Какие-то свои мысли по поводу предстоящей игры с Virtus.pro? Ну, если бы я работал на беттинг-сайте и делал бы коэффициент, то я бы сказал, что команда Na'Vi должна побеждать завтра. Но так как я не работаю там, мне это более как бы сложно сделать такой прогноз, потому что я это вижу с другой стороны. Я вижу так, что Virtus.pro на протяжении, наверное, месяцев 3 показывают очень сомнительный результат. У них сейчас спад у этой команды. Они пытаются выйти на прежний уровень топ-3 команды, но у них не получается. В последнее время я не могу сказать, что они играют плохо. Им в последнее время чего-то не хватает. И не знаю, видишь, они опять же пытаются, вот, допустим, взять, сейчас проходит отборочный ЕСИ на LAN-финал на 500 000, по-моему, который будет проходить в Лондоне. Вот там они играют, у них статистика, я могу ошибаться, но что-то около 0,10 у них. То есть они, когда выигрывали последний турнир,
что вот в Дубае они второе место взяли. Первое. По-моему, не выиграли тогда. Не, а ТСМ разве нет? Они, по-моему, ТСМ выиграли Т2. Да, все. Да. Возможно, они последний турнир выиграли, по-моему, 7 месяцев или 6 месяцев назад. Ну, когда это было сентябрь. Не, раньше было. Дубай был сентябрь. Да, ну, сентябрь это был последний турнир, где они его выиграли. После этого они занимали 4-е и 2-е места. Ну, в общем, у них по результатам, если взять, то они сейчас находятся не в форме. Возможно, это будет первый чемпионат, где они у нас и завтра выиграют. Возможно, они этот чемпионат выиграют. Но я скажу из истории на протяжении, там, ну, давайте возьмем так, 6 месяцев, возьмем какие-то результаты и будем смотреть по факту. По факту команда находится не в форме, и, в принципе, мы должны у них выигрывать. Хорошо, если так будет. Да. Но, опять же, есть много факторов, которые могут это повлиять, но никто ж... Мы ни от чего не застрахованы. Ну что ж, желаем удачи завтра. Хочется приз домой привезти в офис там. Туда, под мышку. Вот вы будете и вести. Ну, я не против, как бы такое святое дело. Знаешь, как факел олимпийский. Вот, ладно. Спасибо тебе за интервью. Удачи, любви, здоровья, настроя и всего лучшего, ребята. Спасибо, что смотрели. Со мной был Старикс, я Бетру. Вот, и давайте всем пока.